Человек, как часть природы, не может не любить ее. Кто-то больше, кто-то меньше. Своей красотой она способна очаровать любого. Ее богатство и разнообразие, потаенные уголки, нетронутые человеком, неизменно влекут к себе и волнуют. Затерявшись в бескрайних просторах Сибири, далеко за полярным кругом, восточнее устья Енисея, лежит таинственное вулканическое плато Путарана. Даже сегодня, когда в распоряжении человека есть авиация, эта земля в своей таежной глуши хранит еще много тайн и загадок. Удивительный мир плато Путарана. Тайный мир скрывается под белым покрывалом Арктики. Все укрыто холодным снегом. Только черные провалы каньонов гигантскими корнями вгрызаются в искрящуюся белизну безмолвия. В апреле, когда на большей части азиатского континента природа пробуждается от зимнего сна, над Путаранами еще царят мороз и вьюги. Зимний холод остановил реки и озера, застеклив их волнующуюся рябь хрустальным льдом, сквозь который видна черная глубина. Стебли ледяных лиан намертво опутывают ступени рек, превращая их в голубые чаши. Водопады на время замирают, запечатлев в своем облике неповторимую красоту и мощь водной стихии. Звенящая тишина стоит над плато. Хотя в воздухе еще морозно, уже недалек тот час, когда тепло превзойдет в борьбе над зимним холодом и растопит эти ледяные замки. Наступает май. Ушло время власти полярной ночи, пришел сезон вечного солнца. Вместе с рассветом полярного дня жизнь возвращается в снежную пустыню. Тысячные стада северных оленей начинают свой долгий и смертельно опасный поход через заснеженные просторы плато. Они перезимовали в Эвенкийской тайге, где было вдоволь кормов, и теперь идут на север, к раздольным таймырским тундрам. Время от времени они останавливаются, чтобы отдохнуть и набраться сил. Оленям предстоит пройти сотни километров и преодолеть множество опасностей, подстерегающих их на каждом шагу. И только тех, кто осилит этот трудный путь, ждут богатые пастбища далекой тундры. Олени движутся группами, которые насчитывают до сотни и даже тысячи голов. Во главе каждой группы идет вожак. Обычно это бывает старая и опытная самка. Она даже в плохую погоду не собьется с правильного пути. Среди оленей легко можно отыскать тельных самок. У них есть рога.
Остальные олени их давно уже сбросили. У самцов в это время начинают расти новые рога. Они постоянно чешутся и доставляют им много хлопот. На плато массовый ход оленей наблюдается в течение 2 недель. Одна группа следует за другой без остановок. В эту пору медлить нельзя. Снег с каждым днем раскисает, реки начинают вскрываться, и идти становится еще труднее и опаснее. Поэтому олени спешат покинуть заснеженные путараны. Медведь, проснувшийся от зимнего сна, уверенно прогуливается по следам только что прошедших оленей в надежде поживиться свежим мясом, заодно не забывая вновь пометить свою территорию. Там, где скальные полочки каньонов освободились от снега, на солнышке нежатся самые удивительные животные этой земли – кокетливые самочки снежного барана. Сейчас самки ждут потомства, им не хватает сочной травы, приходится довольствоваться только старой, которую они тщательно выщипывают до основания. Вдалеке от своих дам, на краю скальной площадки, расположились самцы. Общество противоположного пола им не интересно. От самок они держатся отдельно. Только раз в году, во время гона, они посещают стадо самок и ведут за них упорную борьбу между собой. Жизнь постепенно возвращается на плато, вытесняя холод прошедшей зимы. На южных склонах гор, где появляются первые проталины, тянутся к небу первоцветы, радуя своей нежностью и красотой. Постепенно белое безмолвие плато наполняется пением птиц. Раньше других прилетают зимники, чтобы заранее присмотреть удобные места для гнездования. С наступлением вечерних сумерек звенящую тишину окружающего мира нарушает трель каменного глухаря. Здесь, на южных отрогах плато, находятся самые северные таковища этого таежного красавца. В отличие от своего европейского сородича, каменный глухарь очень чуток, и подойти к нему незаметно даже во время тока невозможно. Солнце стоит высоко.
снег начинает покоряться теплу. В руслах рек, истощенных зимней жаждой, быстро появляется долгожданная вода. Звуки капели и горные обвалы пробуждают зимнюю тишину. Природа начинает просыпаться. На южном склоне плато, где от снега нет и следа, хорошо видны белые точки, перемещающиеся из стороны в сторону. Это парочка горных куропаток. Они еще не поменяли свой зимний наряд и служат легкой добычей для пернатых хищников. Тем временем на дне долин, где уже ощущается тепло ласкового солнца, мелкие птицы своим радостным щебетанием тревожат тишину еще не проснувшегося леса. Они отыскивают пропитание в редких кронах лиственниц и места для гнездования. А на вершине плато, прямо на камнях, без каких-либо удобств, устроил свое гнездо хрустан. Его заметить практически невозможно, он слился с тундрой. На севере некогда тратить время на комфортное обустройство. Здесь, на плато, все подчинено солнечным часам, стрелки которых идут неумолимо. Весна медленно поднимает со склонов белый занавес зимы, за которым скрывается удивительный мир, постепенно наполняющийся звуками, красками, жизнью. Долины постепенно насыщаются нежно-салатовым цветом распускающихся лиственниц, оживляя палитру гор. И воздух начинает наполняться нежными ароматами цветущих растений. Солнце одаривает теплом продрогшую за зиму землю, и множество цветов появляется на склонах. Там, где зелень прерывается россыпями курумов, пронзительным писком обнаруживает себя пищуха. Она все лето собирает зеленые побеги и бережно прячет их под камнями, делая заранее запасы для зимних холодов. Наступил июнь. У самок снежного барана подошло к концу время отела. Они принесли по одному ягненку. Самки с ягнятами начинают собираться в группы, образуя детские садики из малышей. Шустрые и игривые ягнята уже с первых дней следуют по пятам за своей матерью, а когда она останавливается пощипать траву, они собираются в дружную компанию, забывая о своей беззащитности и уязвимости, но помня о том, что у матери в любой момент можно отведать вкусного молока. Почуяв опасность, мать тут же уводит своего детеныша в безопасное место на скалах. Длинная шерсть, согревавшая животных зимой, стала грубой и жаркой. Настало время ее поменять. Бараны, недавно казавшиеся достаточно упитанными, после того, как их роскошную шубу вычесал теплый ветер, стали совсем исхудалыми. Но впереди лето, потерянный вес и важность скоро вернутся на богатых пастбищах плато.
не так далеко от излюбленных мест баранов воспитывает своего малыша громадная медведица и хлопочет о его пропитании. Прогуливаясь по террасе, она собирает траву, корешки, ловит мышей и леммингов и при этом не забывает следить за безопасностью своего чада, которое поодаль от нее тоже пытается добывать себе еду. На плато собрались все его обитатели, разрушив окончательно давящую зимнюю тишину. Здесь, где слабость — непозволительная роскошь, жизнь диктует свои жесткие законы. Выживает сильный, быстрый и осторожный. В июне над Путаранами разворачивается настоящее генеральное сражение между теплом, наступающим с юга, и упорно сопротивляющимся холодом. Наступает время дождей, туч и ветра. Тонны воды обрушиваются с небес на плато. Оставшиеся в горах снежники начинают активно таять. Потоки мутной воды устремляются вниз по склонам, смывая с них зимнюю грязь. Весь мир наполняется тревожным шумом. Пришло время большой воды. Реки поглощают свои берега. Громадные валы коричневой воды сокрушают все, что возникает на их пути. Страшная сила таится в этом потоке. Река срывает вековые деревья и уносит их прочь. Беда тем, кого стихия застигнет врасплох. Спасения не будет. Как все живое стремится за короткое лето расцвести и дать потомство, так и вода спешит распуститься водопадами и хотя бы на короткий срок дать жизнь ручейкам, говорливый шум которых заглушает все другие звуки. Сейчас их хоровая партия. Путараны на время превращаются в страну водопадов. Склоны становятся водопадами, низвергающимися десятками многометровых ступеней и рассыпающимися в порывах ветра искрами радуги на солнце. Но самое захватывающее зрелище — водопады на крупных реках. Здесь падающая вода, наполненная необыкновенной силой, несет в себе ужас и страх, но одновременно поражает необычайной красотой. Движение притягивает взор. Вода бесконечно разнообразна и не похожа сама на себя, как вчерашний водопад не похож на сегодняшний. Она — главный скульптор этого великолепного ландшафта. Это ее памятник, ее работа. Природа, показав свой нрав и силу, возвращается к будничным занятиям. Реки покидают захваченные территории, охотно возвращаются в свои прежние русла, и мир успокаивается. Лишь разбросанные по отмелям многовековые деревья с торчащими во все стороны корнями, как поверженные гигантские спруты, будут напоминать о силе стихии. Вода становится прозрачной, и реки начинают заполняться жизнью.
Хариус, кормилец Сибири, теперь хозяин водяного мира. Его можно встретить в любой речке. Рыба, как флюгер, медленно и не спеша скользит в потоке воды, оставаясь на месте. Ее интересует все мелкое, что плывет по течению. Она охотно срывается с места и хватает добычу. Хариус упорно поднимается вверх по всем рекам и их мелким притокам, чтобы отложить икру в их верховьях. Бирюзовая живая вода рек, наполненная красивой жизнью, несопоставима с черной водой стоячих мелких озер и болот. Приходит время, когда вместе с ветром по горам разносится запах цветущего багульника, а в черной воде пробуждается самый многочисленный и кровожадный обитатель тайги. Его маленькие личинки, отогревшись на солнце, превращаются в крылатых монстров, от которых скрыться нельзя нигде, разве что под водой. Комар, как только облачился в крылья, стремится поживиться сладкой кровью. Труднее всего приходится самым маленьким. Тонкий и редкий пух не спасает птенцов, и им остается только терпеть. Бараны спасаются от кровососущих на ветру, который дует по склонам плато. Но когда ветер затихает, барану не помогает даже его роскошная шерсть. Тогда и ему достается всерьез. Бараны полностью окрепли и поправились после прошедшей зимы. Шерсть их стала гладкой и ровной, с черным отливом. Животные теперь хорошо видны на зеленых склонах плато, особенно их выдает бликующий на солнце белый зад. Животные, так же как и весной, разделены на группы самцы и самки с ягнятами. Малыши уже подросли и наравне со взрослыми щиплют траву, исключив полностью из своего рациона молоко матери. Им еще неизвестно о не лучших временах жизни, когда нет травы и холод заставляет сидеть без движения, сжавшись в комок. Инстинкт подсказывает им, что нужно уже больше уделять внимание кормежке, а не играм, и запасаться силами. Некоторым из них дожить до весны не суждено. Слабых настигнут волки или поглотит свирепый холод. Бараны день ото дня путешествуют по склонам, меняя места кормежек и ночевок, но всегда держатся своего ущелья. К ночи они выбирают места на скальных полочках, роют себе небольшие ямки, делая лёжки, в которых и проведут время до утра, наслаждаясь всю ночь нескончаемой жвачкой. В случае опасности бараны тут же уходят на скалы, где они уже вне пределов досягаемости. Животные шустро и без особого труда передвигаются по недоступным для кого бы то ни было кручам. Но когда опасность миновала, опять возвращаются на свои излюбленные места. Удивительно, как природа могла создать эту необычайную связь между камнем и живым существом. Найдя свой дом на краю обрыва, откуда виден далекий горизонт, Толсторог стал гармоничным завершением скального ландшафта. Силу и красоту этого удивительного животного
не могли не заметить коренные жители, которые в прошлом проникали в сердце этой великолепной земли. В тайге можно встретить пасти, остатки жилищ, уходящие в никуда коралли, истлевшие нарты. Самые смелые и сильные из них поднимались в горы, им нужен был амулет мужества, рога толсторога. На самом краю плато, где кончается лес, проглядывается разрушенное строение, по-видимому, служившее местом отдыха. Рядом с ним лежат полуистлевшие рога поверженных животных. Все это напоминает о тех далеких днях жизни мудрых и таинственных людей. В Заполярье все происходит быстро. Вот и лето уже на исходе. Солнце стало не таким теплым. Потомство мелких птиц покинуло гнезда и, щебеча в кронах деревьев, радуется жизни. Радуясь солнечному деньку, шныряют в камнях горностаи. Но при этом не забывают о еде, и если есть возможность легко добыть ее у человека, непременно ею воспользуются. Наступают последние дни августа. Осень быстрыми шагами подбирается к Путарану. За одну морозную ночь пожухлые зеленые краски тайги меняются на ярко-желтые, ложась на склоны гор золотым ожерельем. Вскоре сильные ветра сорвут с лиственниц осенние наряды и превратят лес в серую прозрачную массу. В реках воды становится меньше. Подросшие мальки Хариуса спускаются к озерам или в непромерзающие реки. По ночам появляются небольшие корочки льда на стоячих лужицах. Тепла уже не будет. Опускающимся белым занавесом первый снег ложится на вершины плато, напоминая о холодной поступе зимы. Но в долинах еще тепло. Внизу, под сводами лиственниц, на лесном ковре гранатовыми зернами рассыпаны ягоды брусники, шиповника, смородины. Тайга наполняется своими осенними дарами. Все это щедрое благополучие вскоре будет укрыто пушистым покрывалом зимы. Искристый снег в конце сентября укрывает горы, превращая Путараны в белое безмолвие. Мороз тут же останавливает торопливый бег рек, которые всеми силами сопротивляются его натиску. Но сила холода велика, и вскоре толстый лед закроет всю гладь спокойных озер. Подросший писец, чувствуя приближение холодов, спешит пополнить свои жировые запасы и жадно впивается в остатки растерзанной волками туши оленя. Сочная трава, прихваченная первыми морозами, уже пожелтела и не так вкусна. Ее теперь приходится добывать из-под первого снега. Но для баранов и это щедрый подарок уходящей осени. Почувствовав приближение зимы, они нагуливают последние граммы подкожного жира, который будет их согревать до весны. В ноябре самцам еще предстоит узнать сильнейших, которым выпадет право быть продолжателями рода толсторогов. Свидетелем тому будет только холодный ветер, лохматящий длинную шерсть
мирно пасущихся животных. Откормленные стада северных оленей, погоняемые холодным дыханием Арктики, опять появляются на просторах плато, оповещая о приближении холодов. Животные также быстро, за несколько недель, исчезнут, как и появились здесь весной. Пополнившиеся молодняком вереницы дикого оленя бредут на юг, в Авенкию, чтобы там переждать суровую зиму Таймыра. Все живое спешит покинуть Путараны, спасаясь от надвигающихся морозов и штормовых ветров. Голод возвращается, чтобы опять сковать эту землю и превратить ее на время в снежную пустыню. И даже те, кто на зиму уходит в спячку, и во сне будут бороться за жизнь. Солнце, робко скользящее по кромке горизонта, в последний раз освещает заснеженные вершины плато холодным розовым светом, чтобы уйти на 3 месяца с небосклона, погрузив горы в мрак полярной ночи. В этом удивительном мире все подчинено неписанным законам природы. Здесь всегда смерть есть продолжение чьей-то жизни, чья-то ошибка становится победой противника. В природе все совершенно, все взаимосвязано. Не будет одного, исчезнет другое, погибнет третье, нарушится хрупкая взаимосвязь природных явлений. Природа — наш дом. В нем жить нашим детям, внукам и правнукам. И пусть заповедные горы Путарана станут для каждого из нас еще одним дорогим и родным домом.